Всем привет! Я Ольга Минина, тренер по стрижкам и укладкам в школе концептуальной стрижки Demetrius. Сегодня вы увидите, как стричь кудрявые волосы на детской голове, но также это можно применять на взрослой голове. А это мой сын Данила, который героически ждет, когда мы снимем 355-й дубль. Поехали! I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool, the kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool, I've been telling lies about something real. Так как вы все уже знаете, что стрижки Demetrius, они идут как в сведенных зонах, так и не сведенных зонах, да, стригутся. А здесь я выбираю стрижку не сведенные зоны, то есть у меня будет стрижка разделена на две части, низ и верх. Итак, разделяем на две зоны. Ребят, здесь особо за проборами можно не следовать, чтобы они были прямые, да, потому что это стрижка кудрявых волос. То есть я выбираю пробор хаотично. Ориентируясь на лобные впадины, у меня будет проходить перед. Наивысшая часть бугра, да, вот, у меня будет проходить моя линия. Ребят, она может быть не идеально ровной. Я не стремлюсь, чтобы была идеально ровной. Это стрижка, по факту, которая у меня делается за 15 минут. Сами понимаете. Дитё долго не высидит. Закололи. И сейчас я буду себе выделять ребро жесткости, да, которое мне нужно будет. Стрижку я буду вести на сухие волосы. Далее от него уже выстраиваю коридор. Смотрите, сразу же у нас видно, как у нас вырисовывается, вычерчивается наша форма. Остается только сделать окантовку. Вот, в принципе, висок у нас один уже готов. С другой стороны делаю то же самое. Выделяю ребро жесткости, стрижку выполняю на сухие волосы. От ребра жесткости выстраиваю коридор. Перехожу к затылку. Отстригаю ребро жесткости. Выстригаю контрольный коридор, повторяю форму головы. Смотрите, в принципе, движения мы все делаем одинаково. То есть мы сначала выделяем ребро жесткости, затем простригаем контрольный коридор, а потом делаем окантовку. Здесь я хочу по максимуму убрать, да, с боков, но при этом оставить очень много текстуры наверху. Это, собственно, самое важное, что я хочу показать здесь. Что детям, которые кудрявые, не обязательно стричь все наголо. Не Советский Союз, ребята. Сейчас кудри выглядят так, как они, собственно, заломаны. Но когда мы их уже помоем, они лягут так, как нужно. Приступаем к следующему блоку. Это будет верх. Я его буду выстригать в виде горшка, в виде шапочки. Я должна буду вывести вот эту вот шапочку. Простригаем вот этот вот горшок, вот эту вот линию. Продолжаю дальше по периметру. Не пытайтесь вывести здесь прямо супер-мега ровную линию. Ребят, это кудрявые волосы. На них не будет чистой геометрии, не дождетесь. Вот она техника, да, то, что у нас переход идет плавный в длину. Посмотрите, так как это кудрявые волосы, здесь
четкости не нужно, она сама выстраивается. Дальше мы градуируем, дабы смягчить этот срез. Убираем угол, стрижем в кисть и проходимся так по всей голове. У тебя мама работает как птичка, чик-чик, с одной стороны, с другой стороны. Ребенок даже не шелохнется. Мастерство. Стрижка подходит для тех людей, которые хотят показать свой истинный стиль. Истинно так, как их, собственно, наградила природа. Я считаю, что кудрявые волосы – это нереальное богатство, и это нужно показывать, это не нужно скрывать. Поэтому у нас в России мы не умели раньше стричь кудрявые волосы, но вообще в Европе стрижка кудрявые волосы и стрижка прямые волосы, они отличаются. А у нас, когда человек заходит в салон, да, кудрявый, его обязательно вытянут. Так вот, я хочу разрушить эти стереотипы. Ребят, это уже давно не так. Нужно реально стричь по-другому и укладывать по-другому. И эта стрижка именно делает это, она подчеркивает каждую кудрю, каждую текстуру кудрей. Так вот, продолжим. Далее я начинаю утрировать кудри. Мы будем убирать лишний объем. Будем делать техникой жгут, то есть скручиваем прядь в жгут и делаем такие вот надрезы. Видите? И когда я буду его раскрывать, у меня уходит часть объема. Я работаю с ножницами, с прямым полотном, поэтому надрезы буду делать маленькие, да? Полтора месяца назад вышло видео, как я стригу девочку с кудрявыми волосами на канале Demetrios. И поступило очень много вопросов, почему я стригу именно на сырые волосы, а здесь я этого не сделала. Почему? Там, во-первых, я использовала бритву, а бритву, вы знаете, да, что стрижется только на сырые волосы. Мне там нужно было конкретно разрежать текстуру, чтобы у меня кудри именно встали в форму, то есть им нужно движение. Здесь, собственно, стрижка достаточно короткая, поэтому этого всего не требуется. Здесь я использовала другой метод жгута. А на курсе кудрявые стрижки я показываю еще больше методов работы с кудрявыми волосами. Итак, мы помыли волосы и нанесли гель на волосы. И обратите внимание, форма, она совершенно поменялась, то есть все, что у нас было непонятно каким, оно встало туда, куда нужно. Далее я выполняю сушку феном. И, собственно, на этом все. В данный момент я укладку выполняю зима-весна, поэтому сейчас здесь я буду его сушить феном полностью. Но если стрижка выполняется в летний период времени, наносится просто гель и не сушится ничего. Чего ты попить хочешь? Итак, стрижка закончена. Я доработала укладку. Тебе понравилась стрижка? Да, мне понравилась стрижка очень сильно. Очень сильно? Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте подписаться на канал Дани и на канал мамочки. И будь с нами, будь в Demetrios. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty.